Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Вот этот небольшой урок по укладке в волосковом методе, как держать машинку, как укладывать, как рисовать и как поворачивать голову клиента. Ну, у нас тут имитация, поэтому я буду ее вертеть. А обычно мы ездим вокруг. То есть вот наша форма. Ставим руки вот таким образом. Мизинцем мы натягиваем кожу вправо, двумя другими пальцами, указательным и безымянным левой руки, мы растягиваем в противоположную сторону. Кожу эту мне не растянуть, поэтому я просто ставлю. А на лице надо обязательно растягивать, потому что волосок в таком случае остается максимально тоненьким. Укладывать мы волоски начинаем от контура до контура рисунка. То есть ни в коем случае не выскакиваем за него. Скорость на каждой коже разная. На некоторой коже можно быстро провести, след останется. На другой надо вести, считая в голове, примерно от 3 до 5. То есть вот эта связка укладки. Расстояние между волосками примерно миллиметр-полтора. У меня бровь широкая, поэтому я буду размашисто работать. Надо научиться вести не быстро, потому что в таком случае вы будете точно знать, куда вы приведете волосок свой. Если чиркнуть, то вы можете непредсказуемо выскочить за бровь или заскочить на другой волосок, и тогда создастся бревно. А тут вы ведете с одинаковой скоростью примерно и знаете точно, куда приведете. И плюс наша машинка, она создает возвратно-поступательные движения очень быстрые, глазу незаметные, но смысл в том, что если махнуть очень быстро иголкой, то останется, допустим, 100 точек, а нам надо, чтобы осталось там 500 или 1000 точек, и создалась линия непрерывная. Вот эти волоски мы уже считаем. Они должны повторять с одной, с левой и справа одинаковое количество. Вообще укладок существует вообще огромное множество. И мастер каждый для себя выбирает подходящую ему. Мы остановились на такой, потому что она простая. Вот эти волоски, они все постепенно наклоняются, и с каждым разом все ближе к контуру. Это делается для того, чтобы не переплелись в косичку, вот здесь они, в изломе. Вот здесь по контуру небольшой, и из середины между выходит и ложится на контур. То есть вот здесь такой вот плавная лесенка получается. Потом идут верхние. Из пространства мы выходим, из пространства между какими-то двумя волосками и заканчиваем у контура. Связка излома, она всегда начинается задолго до излома. Она так называется просто. Получается, вот волос, который ее создает. И вот второй, он в миллиметре примерно от окончания первого начинается и идет в тело брови вниз. И вот здесь вот снизу его как бы прикрывает, чтобы не было дырки, еще один полукруглый. Наша задача плавно увести вот все эти волоски в хвост. И от излома мы уже, от связки излома, она начинается примерно за 2-3 волоска до самого излома. Мы начинаем укладывать волоски вниз. Но опять-таки мы укладываем их вниз в том случае, если так растут свои брови. А волоски должны захватывать практически всю бровь. Они не должны идти вот здесь по внешнему контуру, здесь по нижнему. То есть вот они. У меня, конечно, нарисовано гигантское бровище, таких в природе почти не бывает. Мастер должен проходить по всей длине волоска с одинаковым усилием и на одинаковой глубине.
Для этого надо поворачивать голову и делать так, чтобы было удобно вести. Машинку держать легко. Рука стремится дрожать и создавать такую мелковолнистую линию, но надо от этого избавляться. То есть вот такие почти параллельные линии в хвосте. Начиная от связки излома, мы считаем, сколько волосков мы нарисовали в хвосте. Вот это место мы заполняем уже произвольно, просто по росту, по рисунку. Не должны выглядеть волоски, как будто они должны такой единой смотреться дугой. Потом мы стираем наш эскиз. Должно остаться еле видно. На резине обычно остается гораздо ярче, чем на коже. Но опять эта бровь у меня почему-то огромная получилась. Она такая толстая. Такие очень редко попадаются в природе. Поэтому сейчас я нарисую рядом еще тоненькую. На втором проходе наша задача заполнить пробелы и пустоты. Машинка всегда вертикальна на всех зонах. Мы рисуем такие волоски наискосок. В ручном методе очень похоже все. Не надо стараться заполнить. Не надо стараться наделать параллельных линий. На мой взгляд, это не очень красиво. Нужно такие вести линии наискосок. Они создают переплетение. Выглядит в итоге такой бровь натуральной. Они не должны быть прям длинными. То есть наша задача на втором проходе закрыть пустоты, чтобы бровь такой смотрелась единой. Если где-то на предыдущем проходе какой-то из волосков не лег, то нужно постараться попасть прямо в него, чтобы не травмировать кожу рядом. То есть ваша задача вообще в идеале с первого раза на правильной глубине положить волосок. Скорость выбираете, опять же, повторюсь, такую, какая подходит конкретной каждой коже. Пока вы рисуете на резине, у вас оставаться будет практически вообще каждое движение. На коже человека так быть не может. У вас будет оставаться через раз, либо пятнисто. Вот. Поэтому очень важно вести с одинаковой скоростью, одинаковым усилием. Если вы поняли, на каком усилии остается, при каком усилии остается волосок в коже, старайтесь его и соблюдать. Но опять-таки до излома. От излома, там, где висок, старайтесь уже усилие немножко сделать меньшим, потому что на висках очень часто кожа тоненькая и сухая, и то усилие, которое вы применяли на лбу, то есть вот в этой части, оно будет слишком сильным для хвоста, и, скорее всего, вы заглубитесь. Заглубленный волосок расплывается и меняет цвет, он становится таким фиолетовым. Вот эта линия внешняя, она не должна быть рваной. Она должна быть такой единой на вид, на первый взгляд, но она не должна состоять из одного вот такого прохода, из одного волоса, потому что контуров не может быть на брови ни в одной технике. Обычно вот волосков хватает на брови в хвосте, тех, которые нарисовали, крайне редко, там надо дорисовывать еще. Вообще, мое мнение, что лучше всего смотрится волосковая техника, аппаратная или мануальная, совместно с растушевкой. Ну, вот такой вполне такой живой смотрится бровь. Единственное, вот мне сейчас нужно вернуться
и пройтись там, где волоски не легли. То есть вот есть места с пробелами, я должна сделать так, чтобы бровь смотрелась единой, без пятен и пустот. То есть я возвращаюсь и усиливаю некоторые места, либо прохожу по старым волоскам, для этого надо попасть точно в тот же самый волосок, либо я рисую новые, если там их недостаточно. Но такие широкие брови лучше сначала растушевкой пройтись, а потом в пустых местах на коррекции дорисовать волоски. На самом деле это будет самый красивый вариант, потому что обычно волоски, чтобы не сплылись, надо на определенном расстоянии рисовать. А если их нарисовать чаще и гуще, то большая вероятность, что они сплывутся между собой. И клиент не будет доволен, потому что это будет пятнистая, некрасивая работа. Чтобы попасть в один и тот же волосок, нужно иметь глаз как у орла. Нужно как бы в воздухе наметиться, растянуть кожу. И если вдруг вы начинаете вести не там, где нужно, если вы видите, что ваша линия идет не туда, она может создать бревно, а бревно создается вот таким образом. То есть вот волосок, а вы хотели провести по нему, но провели прямо очень близко, но рядом. В итоге, когда вы сотрете, у вас будет бревно. Потом надо стараться не делать вот таких вот движений. То есть, если у вас растут волоски вот так, вы не можете взять и вот нарисовать вот таким образом. Потому что в местах с перехлеста обычно появляются такие кляксочки. Это не очень красиво. Получается, что ваш волос должен начинаться и заканчиваться от одного и заканчиваться у другого, но не входить в него. Это создает переплетение, вот такое примерно. То есть, но вот в этом и вот в этом месте не будет кляксы, как вот здесь, а будет такое мягкое соприкосновение волосков. То есть, ну и вот ваша задача сделать бровь единой и равномерной и просто вот дополнить там, где есть. Очень часто бывает, что дополнить там, где пусто. Очень часто бывает, что свои волоски растут, и вы должны нарисовать, как бы реконструировать бровь, что ли, как обозвать-то. То есть вы должны в идеале поработать только в пустом месте, чтобы не перенасытить кожу пигментом. Это не нужно делать. Во-первых, обычно, когда мастер поработает иглой, усиливается кровообращение, и очень часто просыпаются волосяные луковицы, и волоски отрастают. Если они там были, то они с великой долей вероятности при правильной работе мастера, они отрастут вновь, даже спустя несколько лет после того, как клиент выщипал их и сказал, что у меня даже пинцета нет, я выбросил. Ну, вот таким образом это и делается. Одна и вторая бровь. Ну, таким образом примерно выглядит.